Вглядитесь в панораму времени и попробуйте мысленно перенестись в эпоху, когда огромная империя рухнула всего за несколько дней, оставив миллионы людей без сбережений, без работы и без малейшего понимания, что будет завтра. Место, где вчерашний профессор физики, проектировавший секретные узлы для межконтинентальных ракет, сегодня натягивает на себя 3 пары турецких джинсов и идет стоять на ледяном ветру вещевого рынка. А дворовый хулиган, благодаря наглости, за пару месяцев становится долларовым миллионером и покупает банк. Это Россия 90-х. Десятилетие, когда свобода оказалась дикой, хищной и чертовски дорогой. Время, когда целая цивилизация рассыпалась на осколки, и на этих дымящихся руинах, под грохот танков в центре столицы и гипноз телевизионных мошенников, мучительно рождался новый мир. Как великая держава превратилась в один огромный вещевой рынок? Почему миллионы поверили в финансовые пирамиды? Сегодня мы разберем анатомию того безумного десятилетия. Чтобы понять истинную логику этого затяжного прыжка в неизвестность, необходимо вернуться в холодный декабрь 1991 года. Красный флаг с серпом и молотом медленно спускается над Кремлем. Для западных историков это был триумф демократии, победа в холодной войне и конец истории. Но для обычного советского человека, выросшего в системе тотального планирования, это был момент глубочайшего ментального шока. Люди проснулись в совершенно другой стране, где все старые правила были объявлены недействительными, а новые еще никто не написал. Государственные институты рассыпались на ходу, милиция не понимала, кого защищать, а суды превратились в декорации. Но справедливости ради стоит признать, 90-е начали свой отчет не только с хаоса, но и с невероятного, пьянящего и абсолютно оглушительного глотка свободы. Это было время феноменального культурного и информационного бума. Цензура, веками душившая мысль, исчезла за одну ночь. Появились независимые телеканалы, где журналисты могли открыто, жестко и без купюр критиковать власть, проводить невероятные расследования и говорить то, о чем раньше шептались только на кухнях. Музыкальные магазины завалило аудиокассетами с роком и зарубежной эстрадой, которые раньше приходилось переписывать под страхом исключения из комсомола. На стадионы теперь приезжали мировые звезды, собирая сотни тысяч восторженных людей. Границы открылись, и в страну хлынул колоссальный поток западной культуры, моды и технологий. Люди с упоением смотрели голливудские боевики на видеокассетах, открывали для себя первые персональные компьютеры и искренне верили, что мир вокруг меняется к лучшему. Однако этот культурный карнавал проходил на фоне полного катастрофического коллапса экономики. Молодые реформаторы в правительстве решили, что лечить советскую систему нужно радикально. Так началась знаменитая шоковая терапия. В январе 1992 года государство официально отпустило цены в свободное плавание. Логика была чисто рыночной. Спрос и предложение сами все отрегулируют. Дефицит действительно исчез. Пустые полки советских гастрономов заиграли всеми цветами радуги. Появились импортные шоколадные батончики, яркие пачки сигарет и легендарные куриные окорочка, которые в народе моментально окрестили ножками Буша, потому что поставлялись они из США. Но у этой рыночной магии была одна крошечная проблема. Продукты появились, а вот деньги у населения исчезли. Инфляция рванула в космос, достигнув в первый же год безумных 2500%. Сбережения, которые миллионы граждан копили всю жизнь на покупку квартиры или машины, превратились в тыкву за считанные недели. Зарплаты на предприятиях, в школах и больницах начали задерживать месяцами. Заводы, лишившись госзаказа, перешли на первобытный бартер. Руководство выплачивало рабочим зарплату тем, что этот завод производил. Ткацкие фабрики выдавали рулоны ситца, хрустальные заводы вазы, а заводы резиновых изделий – покрышки. И несчастные люди были вынуждены после смены идти на трассу, чтобы попытаться обменять этот товар на настоящую еду. Именно в этой точке абсолютного отчаяния и родилась самая массовая социальная прослойка эпохи – челноки.
Ученые с мировым именем, инженеры, учителя математики и офицеры в отставке были вынуждены забыть про свою гордость и дипломы. Они брали в руки гигантские клетчатые пластиковые сумки, ставшие главным символом десятилетия, занимали деньги под грабительские проценты и отправлялись в опасные туры в Турцию, Польшу или Китай. Они ехали туда на старых автобусах, спали на тюках с товаром, неделями жили в дешевых клоповниках и подвергались нападениям грабителей на дорогах. А возвращаясь, строили из картонных коробок прилавки на рынках и продавали китайские пуховики, турецкие кожаные куртки и паленые кроссовки. Это был чистый капитализм без каких-либо правил. На этих рынках люди замерзали до полусмерти зимой, стоя на картонках, чтобы примерить джинсы под куском шторы. Но именно эти челноки, протащившие на своих горбах тонны ширпореба, в буквальном смысле спасли страну от тотального товарного голода. Пока народ осваивал тонкости уличной торговли, правительство перешло к масштабной приватизации. Государство решило раздать советское наследство в виде заводов и шахт прямо в руки граждан. Архитектором этой схемы стал Анатолий Чубайс. На свет появился знаменитый ваучер – приватизационный чек. Чубайс лично выступал по телевидению и уверял нацию, что ценность одного такого ваучера примерно равна стоимости 2 новеньких автомобилей «Волга». Народ растерянно разглядывал эти красивые бумажки. Что с ними делать и как получить свои 2 «Волги», никто толком не объяснил. Финансовая грамотность населения находилась на нулевом уровне. И здесь на сцену с циничной ухмылкой вышли те, кто все прекрасно понимал. Возле каждого вокзала выстроились шеренги шустрых молодых людей с табличками «Куплю ваучер». Страна голодала, и для миллионов семей этот чек стал единственным шансом раздобыть денег на еду прямо сейчас. В итоге люди меняли свои теоретические доли в экономике великой державы на вполне осязаемые 2 бутылки водки, блок импортных сигарет или пару килограммов сосисок. Другая часть граждан понесла свои чеки в чековые инвестиционные фонды, которые обещали фантастические проценты, а через несколько месяцев просто растворялись в тумане. В результате этой комбинации гигантские промышленные предприятия за сущие копейки перешли в собственность узкого круга лиц, бывших комсомольских аппаратчиков, директоров этих самых заводов и криминальных авторитетов. Именно так зародился первый олигархат. Но если история с ваучерами была пиком наивности, то вы плохо знаете масштаб русской души, истосковавшейся по чудесам. Когда у людей отобрали реальные активы, у них осталась колоссальная вера в чудо. И этим чудотворцем стал Сергей Мавроди со своим бессмертным детищем, акционерным обществом МММ. Рекламная кампания МММ была шедевром манипулирования. Главным героем роликов стал Леня Голубков, простой парень с немного помятым лицом в рабочей куртке. Он не рассуждал о сложных биржевых индексах. Он говорил на понятном всей стране языке. Он покупал акции МММ, а потом восторженно объяснял брату: «Я не халявщик, я партнер». В следующих роликах Леня уже покупал жене новые шубы, сапоги, а в финале ехал смотреть футбол в Париж. Мавроди снайперски бил в самую уязвимую точку, в подсознательное желание получить все и сразу, моментально разбогатеть, не прикладывая усилий. И страна буквально сошла с ума. Миллионы граждан выстраивались в километровые очереди, чтобы сдать свои последние сбережения в кассы МММ в обмен на простые бумажные билеты с портретом Мавроди. Цены на эти билеты устанавливал лично Мавроди 2 раза в неделю, и они всегда только росли. Деньги текли в офисы компании таким непрерывным потоком, что их просто физически не успевали пересчитывать. Их складывали в огромные пластиковые мешки для мусора и грузили в подвалы комнат. На пике популярности Мавроди аккумулировал в своих руках чуть ли не треть всего наличного бюджета страны. В августе 1994 года эта гигантская пирамида предсказуемо обрушилась. Власти штурмовали офис Мавроди, его самого арестовали, а 15 миллионов вкладчиков в один день проснулись нищими. Но самое поразительное произошло позже. Когда пирамида лопнула, обманутые люди выходили на многотысячные митинги,
Но они требовали от правительства немедленно освободить Сергея Пантелеевича из тюрьмы, чтобы он мог продолжить работу и выплатить им проценты. Это был коллективный психоз национального масштаба. Помимо МММ, страну терзали десятки других пирамид – Хоппер Инвест, Тибет, Властелина. Телевизор вообще превратился в портал в потусторонний мир. Миллионы людей садились перед экранами с 3-литровыми банками воды, чтобы их зарядил своей космической энергией молчаливый целитель Алан Чумак, или замирали под гипнотическим взглядом Анатолия Кашпировского, обещавшего исцеление от всех болезней оптом. На другом полюсе этой всеобщей нищеты разворачивался гротескный пир во время чумы. Появилась категория людей, которых окрестили новыми русскими. Это были те, кто успел поймать волну, оседлать приватизацию или организовать успешный криминальный бизнес. Визуальный код нового русского был строгим и бескомпромиссным. Он обязан был носить ярко-малиновый пиджак. На шее у такого персонажа обязательно покачивалась массивная золотая цепь с огромным крестом. На руке сияли золотые часы, а в кармане лежал массивный мобильный телефон, символ невероятного статуса, минута разговора по которому стоила как дневной заработок учителя. Передвигаться полагалось исключительно на легендарном черном Мерседесе 600 или на широком внедорожнике Гранд Чироки. Эти люди сорили деньгами с карикатурным размахом. Они строили огромные кирпичные замки с башенками, золотыми унитазами и бассейнами. Но у этого гламурного фасада была очень жесткая и зловещая изнанка. Почти каждый такой бизнесмен был тесно связан с криминальным миром. В условиях, когда государственные законы не работали, единственным способом вести дела стала крыша. Каждая коммерческая палатка и каждый банк обязаны были платить дань преступной группировке. Словосочетание «забить стрелку», «перетереть вопросы» и «поставить на счетчик» стали официальным языком делового общения. Города превратились в поля скрытой войны. Взрывы автомобилей бизнесменов прямо во дворах жилых домов и заказные убийства у подъездов стали обыденным пунктом в вечерних новостях. Олицетворением этой эпохи стали огромные аллеи на кладбищах, где похоронены молодые парни, погибшие в криминальных войнах. Их надгробия из дорогого черного гранита, на которых они высечены в полный рост в тех самых малиновых пиджаках и с ключами от Мерседеса в руках, до сих пор стоят как немые памятники тому беспощадному времени. Политической ареной страны в это время правил Борис Ельцин. Его правление было таким же непредсказуемым, как и вся эпоха. Политическая жизнь била ключом, превращаясь порой в настоящую трагедию. В октябре 1993 года затяжной конфликт между президентом и парламентом перерос в открытое вооруженное противостояние на улицах Москвы. Весь мир в прямом эфире наблюдал, как танки по приказу президента расстреливают здание собственного парламента – Белый дом. Обугленный черный фасад здания в центре столицы стал страшным символом эпохи. А на экранах телевизоров царил премьер-министр Виктор Черномырдин. Он вошел в историю как непревзойденный мастер абсурдных, но глубоких афоризмов, которые в народе прозвали черномырдинками. Его бессмертное выражение «хотели как лучше, а получилось как всегда» стало неофициальным девизом вообще всех реформ 90-х годов. Черномырдин мог выдать такое, над чем филологи ломали головы годами, например, «отродясь такого не бывало, и вот опять». В этих корявых смешных фразах была вся сермяжная правда эпохи, искреннее желание построить нормальное государство, наталкивающееся на полное непонимание, как это делать. К 1996 году популярность Бориса Ельцина из-за тяжелейшего экономического кризиса и затяжной войны в Чечне упала до катастрофических 2%. Страна была на грани возвращения к власти коммунистов во главе с Геннадием Зюгановым. Олигархи понимали, что если коммунисты вернутся, то вся их приватизация и миллиарды превратятся в тыкву. Поэтому они объединились и запустили мощную предвыборную кампанию под лозунгом «Голосуй или проиграешь». Это было грандиозное шоу. Все подконтрольные олигархам телеканалы круглые сутки крутили пугающие ролики о том, что победа коммунистов – это неизбежный возврат к дефициту, очередям и талонам на еду.
Самые популярные музыканты поехали в масштабный тур по всей стране, агитируя молодежь. Сам Борис Ельцин, несмотря на перенесенный тяжелейший инфаркт, который тщательно скрывали, ездил по регионам, танцевал на сцене и демонстрировал бьющую через край энергию. Чтобы окончательно закрепить успех и получить деньги на эту кампанию, олигархи провернули с государством еще одну циничную сделку, вошедшую в историю как залоговые аукционы. Крупнейшие банки давали государству кредиты под залог пакетов акций главных стратегических предприятий страны – Норникеля, Сибнефти, ЮКОСа. Деньги, которые банки давали государству, зачастую были теми самыми деньгами, которые это же государство хранило на счетах в этих банках. Разумеется, правительство вернуть долг не смогло, и все эти сырьевые гиганты окончательно перешли в частные руки по смехотворным ценам. Ельцин выборы выиграл, но система залоговых аукционов окончательно закрепила власть 7 крупнейших олигархов, эпоху так называемой «семибанкирщина». Финальным, сокрушительным аккордом этой эпохи стал экономический апокалипсис 1998 года, знаменитый дефолт. Государство годами выстраивало огромную финансовую пирамиду из так называемых ГКО – государственных краткосрочных облигаций. Правительство брало взаймы под гигантские проценты, чтобы расплатиться по старым долгам. В августе 1998 года эта пирамида предсказуемо лопнула. 17 августа правительство объявило технический дефолт. Курс рубля рухнул в одночасье более чем в 4 раза. Цены в магазинах менялись по 3 раза в день. Люди штурмовали обменные пункты, пытались избавиться от стремительно превращающихся в фантики рублей, а банки закрывались один за другим. Но парадоксальным образом этот страшный удар стал отправной точкой для реального выздоровления экономики. И это был главный, неожиданный позитивный итог кризиса. Из-за того, что рубль обесценился, импортные товары мгновенно стали безумно дорогими и недоступными для большинства граждан. И российские предприниматели поняли, пришло их время. В стране начался мощный бум отечественного производства. Компании начали сами производить качественные продукты питания, открывать фабрики одежды, обуви и бытовой химии. Экономика впервые за десятилетия начала опираться не на западные кредиты, а на реальный сектор и внутреннее производство. 90-е годы официально и символически закончились в последний день 1990 нового года. 31 декабря по телевизору вместо привычного праздничного обращения выступил Борис Ельцин. Усталым, глухим голосом он произнес слова, которые навсегда вошли в историю. «Я ухожу. Я сделал все, что мог». Он попросил у народа прощения за то, что многие надежды не оправдались, и передал власть своему преемнику. Эта эпоха ушла, оставив после себя глубочайший шрам в психологии миллионов людей. Это было невероятное десятилетие, где абсолютная свобода слова, творчества и возможностей шла рука об руку с нищетой, страхом перед будущим и криминальным беспределом. В этом бурлящем хаосе ковался фундамент новой страны. Это было время, которое невозможно покрасить в один цвет. Оно было одновременно великим и трагичным, свободным и жестоким. И этот безумный танец над бездной навсегда останется в памяти тех, кто сумел в нем выжить. А теперь традиционный вопрос к вам, уважаемые зрители. Напишите в комментариях, чем лично для вас или для вашей семьи были эти легендарные 90-е годы. Эпохой великих возможностей, глотком чистой свободы и временем, когда дышалось легко. Или же это было десятилетие тотального обмана, нищеты и предательства со стороны государства. Кем были люди той эпохи? Жертвами обстоятельств или героями выживания? Жду ваших искренних историй и размышлений под видео. Алгоритмы Ютуба обожают, когда в комментариях разворачивается настоящая живая дискуссия. Обязательно подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить наши следующие подробные исторические расследования. До новых встреч!